Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет с 10 по 20 ноября знаки судьбы. Что неожиданно появится? Возможно, и кто? Ну или с чем, или с кем будут связаны вот эти неожиданности? Они как раз у нас могут быть и не только в эту декаду, а до конца ноября. Здесь мы вступаем в такой период, как, знаете, дежавю в стиле неожиданностей. И это не есть что-то новое. Скорее всего, это будет связано с чем-то хорошо знакомым старым. И период с 10 как раз ноября может быть связан с пересмотром наших прежних планов или с продолжением, опять же, чего-то знакомого. Но неожиданно могут проясниться детали дела, открыться некоторые обстоятельства, в зависимости от того, что мы услышим. Но это как информация в средствах массовой информации, да, на таком глобальном уровне. Или получение важного сообщения, корреспонденции, бумаги, может быть, звонка. Здесь мы тоже будем неизбежно корректировать наши планы. И очень интересно, у нас как раз период совпадает, мои дорогие, с тем, что 3 планеты в ретро-движении. Уран вернулся в знак Тельца. Меркурий у нас в ретро-движении, Юпитер в ретро-движении, и только Плутон в прямом. Он четко знает, что нам мешает в этой жизни, и уже как будто готов расчищать нашу жизнь от того, что не может быть продолжено. Но для нас это все может быть неожиданно. Поэтому тут, знаете, даже вы сами, вот, пожалуйста, колесо фортуны, первый знак судьбы. Мы как словно должны пройти событиями по линии судьбы, это неизбежно. И мы, конечно, разные по этой карте нам говорят, для тебя сейчас как раз наиболее удачный момент. Может быть, и сложно нам с чем-то согласиться. И, кстати, люди могут менять свое мнение, люди будут корректировать свои планы. То есть мы-то ничего, может быть, и не собирались такого делать, мы уже с чем-то определились, уже и просчитали что-то. А вот все эти люди, с которыми мы взаимодействуем, тем более 3 серьезные планеты в ретро-движении. И здесь может быть чехарда, смена планов, когда раз поменял, потом еще раз поменял, а может быть еще и третий. И это до конца ноября. Но где-то начало вот такого интересного периода с 10 по 20 ноября. Поэтому будьте готовы к тому, что придется нам что-то пересматривать. И у кого-то этот пересмотр будет в планах, да, или в датах каких-то, зависеть от того, что, ну вот, наверное, оно-то так и планетарно даже получается, что вопросы нашего благополучия, личной жизни, дома и финансов. Вот как-то нужно реорганизовать. И вот 2 карты. Причем сделать для себя это как-то наиболее достоверно, что ли. По аркану умеренность, это старший аркан. Мы не сможем, кстати, изменить какие-то сроки. Есть какая-то данность, а иногда это как задержка. И тут тоже мы изменить не можем, потому что старший аркан всегда говорит о том, что внешние обстоятельства или люди на нас оказывают влияние. Ну, давайте будем узнавать. 3 знака судьбы, мои дорогие. Потоковая информация. Мы не задаем вопросы, а просто давайте узнаем. У нас колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые? С чем будут связаны события с 10 по 20 ноября? Первый знак судьбы. Второй знак судьбы, мои дорогие овны. И третий знак судьбы. Что же там за события? Достанем сразу на второй колоде ведьмочек. Продолжение нашего прогноза. И спросим, так что же неожиданно? Что или как информация появится неожиданно, или с кем вообще, или с чем будут связаны эти неожиданности? И повторюсь, это что-то знакомое. Значит, люди могут что-то передумать, переиграть или сдвигать какие-то сроки. Но это может быть связано точно так же где-то с людьми, но в конечном итоге это официальные какие-то договоренности. То есть мы все разные. Следующая карта. К чему это все идет? Давайте узнаем. События, которые продолжат развиваться. Немножко заглянем с вами в будущее на пару шагов.
Ну и еще следующий шаг, если уж мы говорим причины и следствия, так а что же ждет? Что будет меняться? Для чего это, как вся чехарда, была нужна? И давайте по основным сферам жизни, чего ждать в сфере любви, личных отношений или что вас ждет, да? Взаимоотношения, может быть, в целом, что ждет в сфере финансов, ну и что ждет в сфере работы, каких-то договоренностей, кстати, да. У кого-то это бизнес, у кого-то просто документы, да, или путешествие, может быть, ну не само путешествие, а как какие-то поездки, но это то, что ваши планы олицетворяет. Итак, первый знак судьбы. Может быть, хотела сказать, сфера жизни, где вам доведется принимать важные решения. Да, тут личная жизнь, если по аркану Луна, но еще и вопросы дома, место нашей безопасности. Конечно, аркан Луна, тысячи неопределенностей. Нам говорят, выглянет солнце, все встанет на свои места. Может быть, не так все быстро вы сможете решить. И вроде дверь закрыта, правда? Это кто смотрит давно мои расклады, знает, что это как прообраз Пизанской башни, поэтому и дверь находится под наклоном. Но если мы говорим, дверь закрыта, да, вроде так вот запросто ты туда не пойдешь. Тебя как будто никто не встречает. Более того, ключа нет, замка как бы тоже есть только ручка, но есть страж дверей, который олицетворяет как раз эти ключи. Хамелеон. Договариваться с хамелеоном придется, мои дорогие. Может быть, тут какая-то сфера даже личной жизни, прежних договоренностей, или, мои дорогие, вам придется даже, пусть это будет касаться родственников, домочадцев, но как-то сложно договориться. Каждый на своей волне. И вот те планетарные транзиты, о которых я говорила, могут усложнять взаимопонимание. Ну, правда, и, видимо, для вас основная задача – беречь самих себя. Позвольте к жизни так вот относиться более мудро, потому что когда выпадает аркан Луна, ведь это тоже старший аркан, как будто предвосхищает немного эта карта, что подожди, Овен, вот и еще какое-то время пройдет, и там все, оно как-то определится. Ты пока не видишь каких-то еще внешних предпосылок или того, что будет продолжено вне зависимости от того, как ты воспринимаешь ситуацию, как люди, окружающие тебя, ее воспринимают. Здесь есть какая-то объективная реальность, но мы пока ее не знаем. Мы пока не видим. События не развились до какой-то определенной точки. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, кому это соответствует по возрасту и поставленным целям, беременность, такое тоже может быть. И карта нам говорит, избегай, Овен, толпы. Значит, вас могут втягивать в какие-то ненужные вам дела, вопросы, в какое-то ненужное участие. И пусть это даже касается работы. На работе может быть такая двойственная, непонятная обстановка. Кто-то может ругаться, спорить. Зная, может быть, ваш характер, пытаться вас втянуть в одну или в другую коалицию, а вам и не туда, и не сюда не надо. Вам, мои дорогие, себя сохранять. Вот это первый знак. Поэтому, ну и где-то слушайте интуицию. Конечно, это карта интуиции в первую очередь. И то, что даже не поддается логике, а мы вступаем в такой период, до конца года будет такое. И поэтому то, что как подсознание, вот это единственное, к чему следует прислушаться. Но не про какие-то, знаете, такие действия с напором или вынесение вердиктов. Тут наоборот, от любого вердикта нужно уходить по этой карте. Как в детской игре. Да и нет, не говорите. И вот вам это помогает, вас это бережет. Ладно, давайте второй знак судьбы. Ну, точно, все то, что я сказала, аркан-отшельник, подтверждает в том плане, если ты, Овен, уйдешь, вот все то, что я произнесла, то ты себя сохранишь. Ведь отшельник идет в одиночку. И я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Поэтому если мы берем какой-то нейтралитет, может быть, это нам не очень свойственно. Нам самим уже где-то внутри аж накипело, хочется разобраться. Но, мои дорогие овны, но не время, вот знаете, с места в карьер. Как и участвовать там в каких-то доказательствах. А люди-то по аркану Луна могут провоцировать, понимаете? А у вас как будто свой путь. И вы не должны вот, или люди не должны как будто свести с пути истинного, или втянуть в какое-то участие, а вам туда не надо. Будьте мудры, ведь это карта мудрости. Может быть, где-то обе карты, кстати, и обе старшие арканы.
Они говорят о том, что какой-то путь нам еще придется пройти. И в одиночку. И причем сохранять себя, научиться, может быть, себя сохранять. А я бы еще сказала, и финансы тоже. Хоть отшельник– это дервиш, и босиком идет наш отшельник, наш мудрец, философ. Это говорит о чем? Что те средства, которые у вас сейчас есть, они потом вам могут понадобиться. Поэтому, если мы о крупных вложениях, о крупных тратах, 3 ретро-планеты, ну точно не время вкладываться. Хорошо, знаете, на какие-то договоренности, допустим, предварительные выходить и говорить, ну я подумаю. Или от вынесения этого окончательного, да, вердикта, да или нет, когда вы или откажете, или наоборот согласитесь, вот тут максимально оттягивать сроки, буквально. Потому что на самом деле вы еще что-то увидите, что-то узнаете. То, чего сейчас вы не видите. И третий знак судьбы– договариваться, коммуникация. И если мы говорим по аркану отшельник, дверей вообще нет, преград вообще нет, понимаете? Самое главное нам их в себе не создать. Сохранять место своей безопасности, да, или, может быть, это в целом ваше более независимое положение, когда вы с этими хамелеонами договариваетесь. Или с теми людьми, люди могут врать, вот банально, вот так, понимаете? Зная, может быть, ваш характер, открытую такую натуру, они могут, знаете, нарочито давать вам искаженную информацию. И если повестись на это, то, конечно, потом останешься без вины виноватым. Или попадешь в какую-то зависимую ситуацию. Или попадешь вообще куда тебе не надо. Поэтому и дверь-то, куда мы должны словно попасть. Даже если нам придется какие-то сложные переговоры выдерживать, может быть, и так эмоционально. И двойка пентаклей, и все это дополняет. Договариваться придется. Двери на дне бассейна откроются от синхронности. Поэтому, ну, точно мы тут да и нет, не говорите. Вот в такой возьмите для себя тезис, как минимум, ну, может быть, до конца ноября. Потому что мы все разные. И вполне я могу себе предположить, что не все будет прояснено с 10 по 20 ноября. Но это, как знаете, какой-то механизм только запускается вот этих перемен, которые начнутся именно с тех позиций, что вам приходит какая-то информация или вы узнаете какую-то новость. И пусть это не вами инициировано, но вам это приходится учитывать. Так вот, давайте и будем узнавать, что же неожиданно. Неожиданно появится, неожиданно... Ух ты, карта Солнца. Вот, знаете, у вас два светила. Разные энергии, мои дорогие. С одной стороны, это «хочу», или это карта нашего эго, то, что мы считаем правильным. Это достижение, это возможности, это ясность. Вот если мы в целом спросили, что неожиданно появится, ясность какая-то появится. Может быть и так. Ну или пусть это дорога какая-то к ясности, дорога к договоренностям. Как вот этот путь, который вы должны, может быть, на каком-то этапе пройти в одиночку. Но ясность тут точно в чем-то наступит. Или шаг за шагом вы будете прояснять какую-то ситуацию. Но два светила. И всегда очень сложным бывает тот период, когда у нас в раскладе совпадают именно как вот такие две карты. Вроде бы и неопределенности, а вроде бы и уже какая-то конкретика. Да, аркан Луна говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. И я тогда могу предположить, что, видимо, у кого-то из вас с 10 по 20, ну, как минимум, какая-то данность или какой-то процент от какой-то путаницы у вас может проясниться. Это для вас может быть неожиданным несколько. Давайте мы узнаем, с чем это связано. С деньгами, с вашим благополучием, с местом вашего проживания, жительства или, допустим, вопросы, работы, откуда к вам приходят деньги. У нас ведь тут тоже двойка пентаклей, но, видимо, договариваться придется. От того, какие вы правильные связи поставите, построите, или от того, насколько вы будете дипломатами, мои дорогие, от этого зависит ваше солнце. А у нас тут рядом Луна, когда ничего не разберешь. Вот это правда. По Луне тут может быть все что угодно. Ну и люди могут, знаете, я должна сказать, что период планетарный для многих просто людей будет эмоционально сложный. Но вы люди сильные, поэтому вам держать марку. Если кого-то там лихоманит, да,
в плане настроения, ну или в плане такта. Но, видимо, эту марку, осанку на любых поворотах придется держать вам. Вам это как будто есть смысл, ради чего и зачем. Вам какие-то неожиданности дают и прояснения, и открывают, и я бы сказала, новые возможности по финансам. Но тут нельзя, даже если вы какую-то, знаете, как идея, инсайт, вот такое может быть. Вдруг, знаете, из разряда осенило, а я-ка вот хочу попробовать вот так, а дай-ка я вот именно так сделаю. Разложите это на более какие-то мелкие пункты. Потому что все-таки аркан Луна говорит: стой, Овен, ты чего-то пока не видишь. Ну, к примеру, даже если какое-то задуманное дело требует согласований или, ну, как контактов или взаимодействия с другими людьми. Мы ведь говорим, что люди-то ведь тоже могут подводить. У нас сейчас время такое. Поэтому тут себя нужно поберечь. И возможность тоже. Ладно, давайте. К чему это все идет? Паж кубков. Ну, вообще это карта радости, а еще мы что-то изучать можем, потому что пажи, как и вестники, так и есть в каком-то вопросе определенная незрелость. Нам нужно добавить знаний, нам нужно добавить умений, к чему все идет. В принципе, вас что-то радует, мои дорогие. У кого-то это просто будут добрая очень карта. Это будут дела, которые касаются, может быть, с учетом кубков, ваших детей, может быть, и взрослых детей. К чему все идет? Обновление. Смотрите. Ну, понятно, сглупить мы не можем буквально. Нулевой аркан. И оступиться мы не можем. Мы с вами уже об этом долго говорили. Но вообще это новый жизненный этап. У вас какая-то перезагрузка и возможности. Но вот теперь становится немножко понятным, почему... Да и нет, не говорите, почему себя нужно беречь, мои дорогие. Почему есть еще какие-то темы, задачи, сроки, которые ты можешь, Овен, как будто распланировать. Но аркан Луна говорит: нет, это все равно не будет достоверным. А тут посмотрите, Солнце, дьявол, девятка пентаклей. Ведь это карта материализма. Заработать деньги. Что-то, вот то, что вы видите, вас вдохновляет. А рядом у нас нулевой аркан. Посмотрите. Нулевой аркан и дьявол. Первое. К чему все идет? Действительно, какие-то персонажи вас могут пытаться втянуть туда, куда вам не надо. Это чей-то интерес или поставить вас в зависимое положение. Поэтому, наоборот, тут нужно как-то разбираться со всем тем, что вас держит. И, может быть, самим, как будто, ну, перед тем, как мы сделаем следующий шаг, быть осознанным. Осознанным – это буквально подмечать, что я делаю, зачем я это делаю. Мы многие вещи делаем на автоматизме. Для вас, мои дорогие, вы можете чем-то воодушевиться, а по аркану Солнца мы можем воодушевиться еще как. Есть риск именно попасть в зависимость. К чему это идет? А потому что со стороны некоторых персонажей, может быть, или персон, есть буквально интерес к вашей личности и имеет, может быть, конкретный человек планы на то, как он будет взаимодействовать. Хотя я могу допустить, у кого-то страстная любовь, а почему нет? Новая любовь, иногда это тоже проигрывается. Любовь с человеком, который намного моложе вас. Или пусть даже он не моложе, но по пажу кубков это те люди, которые, пусть имеют почтенный возраст, они не готовы на серьезные действия. Но и самому поэтому тут не надо идти в этот обрыв, мои дорогие. Вот у кого чего касается, два старших аркана. Но себе навредить мы точно не должны. Перезагрузка прекрасна, вдохновиться прекрасно. Но, видимо, держать в поле видимости, что я не должен попасть в зависимую ситуацию. Либо от обстоятельств, либо от людей. Так что же ждет, что будет меняться, если причина и следствие? Ну вот прямо в эти 10 дней, ну тут может меняться какая-то прежняя только история. По двойке жезлов это всегда то, что нам хорошо знакомо. Но, наверное, осуществлять эти действия вы будете точно не с 10 по 20. Опять же, нам говорят, что несколько продлится, может быть, этот период, а для вас сейчас нужно определиться, как для вас последующие ваши намерения, поставленные цели повлияют на вашу жизнь. Вы сами только в этом определяетесь. Может быть, для кого-то из вас придется сидеть словно на двух стульях. Две двойки. Договариваться точно придется. И это вот, кстати, какие-то договоренности.
и быть готовым к тому, что корректировать даже эти договоренности вам придется. Но чем больше вы создадите, к примеру, таких, знаете, доброжелательных контактов, вам это будет помогать. Вам это будет помогать в будущем, мои дорогие. Поэтому, может быть, расширяйте как горизонты своего общения. Вот это тоже может помочь. Но сказать, что вот как с места в карьер мы куда-то, ну, наверное, нет. Берегите себя. Вот не случайно первый аркан. Ладно, что ждет или чего ждать в личной жизни? Ух ты. По тузу Пентакли это всегда начало. Может быть, даже в несколько подувядшие отношения эта карта говорит, что, ну, как новые энергии входят. Может быть, и какие-то возможности. Возможно, это даже, хоть и личная жизнь, но касается какой-то финансовой истории. И если вы искали дополнительный источник заработка или вообще желали поменять работу, тут вы даже можете что-то изучать с элементом новизны, осваивать какой-то ресурс или искать информацию, кстати, по бумагам тоже, потому что иногда это будет говорить получение важной бумаги. Может быть и так. И пусть это не про любовь, но это как-то к вашей личности имеет отношение. Ну вот какой-то первый шаг. Но вообще это всегда возможности. Возможности, которые связаны либо с вашим намерением, либо с документом, либо то, чем вы прежде занимались, теперь как-то выравнивается на более конкретную траекторию. Может быть, вы сами будете наводить как порядок в своей жизни, от чего-то отказываться, но вообще-то у кого-то пусть это касается именно личной истории получения денег, мои дорогие овны. Или новые способы, источники заработка. Вообще это сама по себе возможность, точно. И колесо фортуны вам буквально помогает в вопросах личной жизни, в вопросах пары, в вопросах финансов и, может быть, дом, место вашего пребывания. Вот, знаете, будет, наверное, все-таки, когда выпадает колесо фортуны, есть такой элемент, когда мы куда-то не должны опоздать. Не должны опоздать — это не значит, что мы, знаете, сломя голову, куда-то мчимся. Помним, у нас нулевой аркан. Поэтому быть осмотрительным совершенно необходимо. Тут имеется в виду какая-то возможность, которую вам нужно не упустить. Вот что-то подобное. Как будто отложишь на потом, а потом не будет возможности уже. Есть такой тонкий нюанс по колесу фортуны. Ну, решать только вам, но когда эта карта выпадает, это словно фортуна сейчас идет наверх, да, достигнет кульминации, а потом будет неизбежный спад. Поэтому в чем-то не потерять время. Может быть, предварительные какие-то договоренности. Мы ведь всегда, в зависимости от диалога, можем такие создать. Без четких дат, с плавающими. Вот что-то подобное. Как будто все карты рекомендуют вам сейчас сделать. Так вот оставить за собой вариант, как бы отступить полшага назад, но и не упустить какую-то возможность. Время мудрых, а может быть и хитрых каких-то действий. Но тут хитрость не в том плане, что мы кого-то обхитрить хотим. Нет, себе не навредить. Вот именно с этой позиции. Ладно, чего ждать? Финансы. Мои дорогие девочки. Опять же, целесообразно кому по возрасту и поставленным целям. Я жду ребенка с Луной, карта императрицы. Или какие-то изменения в личной жизни. Может быть, какие-то предложения. Ну, хотя по аркану императрица, если мы на финансы, это, конечно, финансовый достаток. И одновременно могут быть вопросы недвижимости. Кто-то захочет делать ремонт, или, может быть, пусть это даже движимости касается, да, иногда и движимое, буквально автомобили, какое-то имущество, которое требует от нас либо вложений каких-то, или ну, пересмотра. Все же аркан императрица будет говорить и о финансовой, денежной составляющей тоже. Но есть еще и другой момент, когда ваши планы как-то приходят в коррекцию с тем, что происходит внешне, да? Или какие-то вы слышите новости, информацию, получаете документы. Безусловно, по аркану Солнца это ваш уже какой-то есть приоритет. Вы словно чувствуете, ну, откуда могут к вам прийти деньги. Поэтому надейся сам на себя или сама на себя. Но вообще по этому аркану и договариваться-то тоже придется. Очень благополучная карта в целом на финансы и на если все то, что мы называем благополучие. Хоть вопросы дома, хоть вопросы взаимоотношений, хоть какие-то договоренности даже, да.
контракты. Тут вот можно сделать красиво так, как вы этого хотите. Красиво. Праздник, мои дорогие. Точно что-то тут у вас согласуется, что ждет в работе. Ну или в согласованиях, соглашениях, контактах, контрактах. Здесь явно праздник будет. В этой колоде это возможности, потому что у нас тут золотые рыбки плещутся. Тут именно значение того, что у нас получается что-то осуществить. Вы чем-то остаетесь довольны. Ну, в общем-то, конечно, многое зависит от нас самих, как мы сумеем по этому скрытому фарватеру пройти, да. Но карты перед вами дают совершенно другие возможности в качестве жизни и, может быть, даже перезагрузка по части вашей сферы деятельности и одновременно финансов. Вообще, красивый расклад, хочется сказать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.